Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я вам хочу показать видео, как связать вот такой вот снуд рисунком звездочка. Вяжется он крючком. И сейчас для начала нам надо сделать одну воздушную петлю. Слегка ее подтягиваем, закрепляем. Делаем еще одну воздушную петлю. И вытягиваем ее примерно на сантиметр. Делаем накид и вытягиваем петельку. Еще раз делаем накид и еще раз вытягиваем петельку. Таким образом у нас на крючке 1, 2, 3, 4, 5 петель. Придерживаем ниточку рукой, и рабочую нить нам надо протянуть через все петли на крючке. Вот таким вот образом. После чего крючок вводим между рабочей ниткой, которую мы придерживаем пальцами, и столбиками, петельками, которые были на крючке. Вот таким вот образом. И вытягиваем рабочую нить. У нас на крючке образуются 2 петли. Делаем один столбик без накида. И у нас получился первый пышный столбик. Второй столбик мы делаем точно так же. Делаем воздушную петлю. Вытягиваем на сантиметр. Делаем накид. Крючок вводим не в ту петельку, из которой мы только что вытянули петельку, а из этой ячейки, которая у нас образовалась в результате того, что мы собрали все наши петельки на крючке. И вытягиваем. Еще раз делаем накид, вводим крючок и вытягиваем. Таким образом у нас опять образуется 1, 2, 3, 4, 5 петель. Мы также придерживаем ниточку, захватываем рабочую и протягиваем ее через все петли на крючке. Дальше вводим крючок между ниткой и столбиками. Образуется 2 петли. Делаем столбик без накида, и у нас готов второй столбик, второй пышный столбик. Дальше все следующие столбики я буду вязать тоже. Вот таким образом у меня получилось 9 пышных столбиков. Ровно такой ширины, какой у меня снуд. Теперь мы будем переходить ко второму ряду. Для этого нам надо сделать петлю подъема. Обычно петля подъема делается либо воздушная, либо с накидом. У нас будет роль подъемной петли выполнять пышный столбик, завершенный. Делается он точно так же, как мы вязали. Также у нас на 1, 2, 3, 4, 5 вытянутых петелек на крючке. И делаем завершенный столбик закрытый. Это у нас получается столбик, будет петля подъема. Дальше делаем снова пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Только мы его не завершаем. И переходим к следующему пышному столбику. Делаем накид и вводим его во вторую ячейку от начала. Не в первую, а во вторую. И таким же образом делаем 5 петелек. 1, 2, 3, 4. 5 петелек на крючке. У нас получается уже 2 незавершенных пышных столбика. Делаем третий. Следующую ячейку. Снова делаем накид. Вводим, вытягиваем. Вытягиваем. 4, 5. У нас на крючке 3 пышных незавершенных столбика. Теперь нам надо их завершить, закрыть. Придерживаем ниточку, и рабочую нить нам надо протянуть через все вот эти вот петельки. Точно так же мы крючок вводим между петелькой и столбиками, вытягиваем рабочую нить, делаем столбик без накида, тем самым завершаем. И вот у нас первый полцветочка во втором ряду готово. Далее снова делаем пышный столбик незавершенный в вершинку вот этого вот полцветочка.
Раз, два, три, четыре, пять. 5 петель у нас есть. Дальше вводим крючочек в отверстие. Оно получается вершинкой последнего нашего пышного столбика. Это вот сюда. Не сюда, а вот сюда. Также делаем накид. Вытягиваем. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше нам надо сделать еще один третий пышный столбик. Таким же образом накид. Накид. У нас опять на крючке образуется 3 пышных незавершенных столбика, и нам их надо завершить. Придерживаем ниточку и протягиваем рабочую нить через все петельки. Соскользнуть, но ничего страшного. Еще раз. Также вводим крючок между ниткой и столбиками, вытягиваем, делаем столбик без накида. И вот у нас уже второй рисунок получается. Так, второй ползвездочки. До конца нашего рисунка мы вяжем точно так же. Каждый цветочек состоит из 3 пышных столбиков незавершенных, после чего мы их собираем в одно целое. Первый идет в вершинку, далее второй. Таким образом, я вот уже почти до конца довязала. Мне осталось связать еще 2 пышных столбика. Один вот у меня в вершинку уже есть. Сейчас я свяжу второй. И последний мы вяжем точно так же, вот где вот мы в начале из воздушной петли набирали 5 столбиков с накидов, протягивали, туда же мы и вводим крючок, оттуда же мы достаем наших 5 петелечек. 5. Также придерживаем ниточку и протягиваем через все петельки на крючке. И соединяем. Вот так вот у нас будет выглядеть второй ряд. Переворачиваем наше изделие и точно так же делаем столбик подъема. Одна воздушная петля, вытягиваем, делаем накид, вытягиваем, накид, вытягиваем. Раз, два, три, четыре, 5. Этот столбик мы завершаем. Так вот. А теперь уже следующий, который уже, получается, пойдет нашим рисунком, пышный столбик, мы его провязываем, но до конца мы его не завершаем. 4, 5. И снова вводим крючок не в первую, вот из которой, а во вторую. Теперь в третью. Снова придерживаем ниточку и протягиваем через все петельки. Иногда она, конечно, застревает, ничего страшного. Соединительный столбик. И вот. У нас уже получается первая, как ползвездочки, готово. Дальше делаем точно так же, как мы вязали второй ряд. Один пышный столбик в вершинку, второй столбик вот сюда в основании и третий сюда. И так сюда. Ну вот я провязала несколько рядов, и у нас получается вот такой вот рисунок. Что хочу сказать. Рисунок идет в шахматном порядке. Если у нас не так, как что одна звездочка над другой, а они смещены. Если бывает, что можно запутаться и, так сказать, может показаться, что у вас где-то, так сказать, вы не доделали столбики, надо считать не по звездочкам, а вот по пышным столбикам. Вот, допустим, у меня мы изначально делали на 9. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вверху у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Вот такой вот рисуночек. Вот наш снуд. Вот он, видите, он абсолютно одинаковый. И дальше получается вы вяжете на высоту вам нужного изделия и завершаете. Еще раз хочу напомнить, что здесь столбик, петля подъема является закрытый пышный столбик. Потом вы вяжете незаконченный пышный столбик. Вводите сначала в это отверстие, потом в это. У вас получается 3, соединяете. Когда у вас получается полцветочка, вы вводите в вершинку первый пышный незавершенный столбик и далее второй и третий, и так далее. Ну вот, вроде и все. Что хочу вам пожелать, прежде чем браться за какую-то работу и чувствуя того, что какой-то неуверенности, я всегда руководствуюсь одной хорошей поговоркой: не ошибается тот, кто ничего не делает. Всем вам